Бирова. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, как бороться с сахарным диабетом первого типа? Сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа — это, несмотря ни на что, совершенно разные два заболевания. При сахарном диабете первого типа у человека повышается холестерин, увеличиваются липопротеиды низкой, очень низкой плотности, уменьшаются липопротеиды высокой плотности. Что говорит о голодании мозга, говорит о стрессовом иммунном состоянии, о иммунной депрессии. И сахарный диабет второго типа обусловлен, как правило, ожирением человека. И я это обычно называю инсулинорезистентностью, так как накопившийся в ходе накопления, наверное, увеличения жирового слоя, наверное, или ожирения человека в накапливающемся жирном слое или жировом слое происходит накопление инсулина, что приводит к тому, что у человека увеличивается количество инсулина, это увеличивает дополнительное ожирение, что приводит к появлению атеросклероза, в дальнейшем к появлению таких тяжелых заболеваний, как сбой гормонального плана, типа, допустим, гипер- или гипопролактинемия, или, допустим, формируется заболевание сердца и сердечно-сосудистой деятельности. Это гипертензия или гипертония, это всевозможные проблемы гормональные, проблемы щитовидной железы и так далее. Или заболевания щитовидной железы и так далее. Как же рассматривать сахарный диабет первого типа? Мне бы хотелось сказать вам о том, что на сегодняшний день четкого положения или четкого лечения и какой-нибудь четкой позиции врачей в ходе лечения сахарного диабета первого типа, еще правильнее, в ходе излечения сахарного диабета первого типа не получено. Так же, как и причины, которые приводят к возникновению сахарного диабета первого типа, до сих пор еще не выяснены. Пока это остается все в форме гипотез и так далее. Тем не менее, я не заявляю, что моя информация может являться приоритетной перед информацией тех врачей, которые создавали исследования или заявления. Но у меня, как у врача, который длительное время занимается работой с людьми, есть определенные свои наблюдения. Наблюдая за людьми, которые начинают болеть или у которых появляется сахарный диабет первого типа, я начал обращать внимание на то, что очень часто у человека появляется желание пить большое количество воды, появляется усталость. Ну и второй такой элемент: у человека появляется худоба. То есть он на глазах худеет, причем худоба появляется атипичная, то есть с исчезанием жирового слоя в организме. И если рассматривать данную идею как идею появления заболевания, то можно сказать, что скорее всего в момент появления сахарного диабета первого типа у человека появляется исчезание или уменьшение эндогенных жиров. То есть можно сказать, что у человека, который начинает болеть данным заболеванием, у него исчезает эндогенный жир. Это жир, или жировая прослойка, которая усваивается самим организмом, превращается в холестерин или превращается в липопротеиды высокой плотности. Обычно липопротеиды высокой плотности, они уменьшены в тот момент, как липопротеиды низкой плотности очень низко увеличены, холестерин обычно увеличен. Что говорит о том, что происходит очень активная деятельность мозговая, и это говорит о том, что не хватает как раз эндогенных жиров. Эндогенные жиры, они возникают у человека. Почему человек начинает стремиться кушать много и почему человеку хочется есть именно сладкое? Дело в том, что очень часто углеводы могут включить появление сахарного диабета второго типа с накоплением вот такой жировых отложений. И для чего вообще человеку необходимы жировые отложения? Человеку необходимы жировые отложения, так как жир в организме является резервным элементом получения воды. Когда человек пьет воду, то эта вода у него проходит почки, восстанавливает солевой баланс или водно-щелочной баланс крови. В целом такая вода, ее в
целом недостаточно для человека. И объяснение заключается вот в чем. У нас есть получение воды экзогена, когда мы пьем воду, и получение воды эндогена, которое происходит в ходе расщепления липидов, то есть расщепления жиров, которое происходит в печени. Когда происходит расщепление жиров, то происходит это следующим образом. 10 граммов жира создают 1 литр воды в нашем организме. И вот такая вода и вот такие жиры необходимы для правильного функционирования общей мозговой деятельности, общей психической